Представьте себе густые джунгли Амазонки, где царят вечные сумерки и звуки природы кажутся живыми существами. Именно здесь, под таинственными водами полноводной реки, скрывается нечто по-настоящему удивительное — затерянный подводный мир, о котором долгое время никто и не догадывался. Группа исследователей, движимые жаждой раскрыть тайны прошлого, погружаются в стремительные воды, наталкиваясь на неожиданные открытия. Артефакты и древние постройки, которые они обнаруживают, не просто удивляют. Они переворачивают наше представление о древней истории этой части мира. Среди хаотичного движения воды и тайн, спрятанных под илом и песком, исследователи находят фрагменты керамики, украшенные узорами, которые до сих пор остаются загадкой для ученых. Эти узоры, возможно, таят в себе подсказки о языке и культуре древних жителей, когда-то населявших затопленный город. На одном из погружений обнаружен каменный идол, стоящий как безмолвный свидетель давно минувших времен. Его стилистика, напоминающая о величии давно исчезнувших цивилизаций, заставляет задуматься о том, кто мог его создать. Но, возможно, самыми впечатляющими находками являются мощные стены и сооружения, скрывающиеся в глубине. Следы некогда процветающего города. Некоторые из этих стен покрыты резьбой и знаками, которых нет ни в одном учебнике. Эти загадочные сооружения являются неоспоримыми доказательствами существования цивилизации, которую история по какой-то причине решила проигнорировать. И пока исследователи, пораженные своими находками, продолжают дальнейшие исследования, нарастающее чувство интриги и ожидания новых открытий не отпускает их. Что еще скрывают эти темные воды? Это лишь начало захватывающего путешествия вглубь одного из самых таинственных уголков нашей планеты, обещающего раскрыть еще больше секретов затопленной цивилизации. Уникальные артефакты — свидетельства забытых цивилизаций. Итак, когда исследователи начинают тщательно изучать дно затопленного города, они наталкиваются на артефакты, которые буквально захватывают дух. Под слоем песка и ила обнаруживаются древние сосуды, оформленные с поразительной изысканностью. Их узоры, запутанные и детализированные, рассказывают о высоком уровне мастерства и художественного вкуса создателей. Эти находки вызывают массу вопросов. Как была достигнута такая точность в орнаменте? Далее внимание исследователей привлекает массивное металлическое кольцо с вырезанными на нем символами, которые до сих пор не удалось расшифровать. Это украшение не имеет аналогов в известных археологических коллекциях, и его происхождение остается загадкой. Похоже, что этот артефакт может быть ключом к пониманию технологий, использовавшихся в этой затерянной цивилизации. Не менее удивительным открытием стали остатки деревянной ладьи, сохранившейся удивительно хорошо благодаря специфическим условиям под водой. Эта ладья со всеми ее сложными деталями и конструкцией указывает на то, что в этом месте процветала развитая навигация и торговля. Масштабность и мастерству исполнения поражает воображение, оставляя только догадываться о том, какие еще тайны ожидают своего открытия. Но самым интригующим оказалось обнаружение серии мозаик, ставших свидетелем богатой, но утерянной культурной традиции. Эти мозаики, каждая из которых рассказывает уникальную историю, пронзительно напоминают о мирной жизни и достижениях, о которых больше никто не знает. С каждым открытием исследователи приближаются к разгадке цивилизации, но главный вопрос остается: кто были эти загадочные мастера, которые оставили такие впечатляющие памятники своей культуры? И это лишь начало их удивительных открытий. Архитектурные сокровища под водой. Кто и зачем их построил? Итак, когда внимание исследователей обращается на архитектурные сокровища, скрытые под водами, их первое открытие поражает своей сложностью и величием. Массивные стены из камня, удивительно ровные и гладкие, возвышаются на значительную высоту. Эти стены, кажется, созданы с невероятной точностью и мастерством, используя технологии, которые не оставляют сомнений в высоком уровне строительных навыков древних архитекторов. Как только исследования показывают, что такие конструкции могли бы противостоять времени и стихиям, возникает вопрос: кто и зачем их возвел? Продвигаясь дальше, исследователи натыкаются на огромные платформы, которые, по-видимому, когда-то служили основами для постройки храмов или иных культовых сооружений. Эти платформы, тщательно расположенные и ориентированные по сторонам света, предполагают, что у затопленного города была сложная система планирования и вероятное религиозное значение. Каждый камень точно подогнан друг к другу, без видимого использования связующего раствора. Технология, поразительно напоминающая известные достижения некоторых древних цивилизаций. Среди этих архитектурных чудес выделяются загадочные колонны, украшенные сложными резьбами. Они поднимаются к водяной глади, как безмолвные стражи прошлого. Символы, вырезанные на их поверхности, представляют собой зашифрованные послания, которые пока не удалось расшифровать. Исследователи предполагают, что эти колонны могли играть роль в религиозных ритуалах, возможно, передавая важные космологические знания. Неподалеку археологи обнаруживают остатки мостовой системы, некогда соединявшей разные районы города. Эта сеть дорог, сделанных из плит и глины, указывает на хорошо развитую инфраструктуру, жизненно важную для экономики и социальной организации города.
Впечатляющий уровень инженерного мастерства, вложенного в создание этих дорог, говорит о стремлении жителей к продвинутому образу жизни и высокому уровню организации. Каждое новое открытие, каждое тщательно зафиксированное свидетельство древнего строительства подталкивает исследователей к мысли о том, что за этими руинами скрывается не только мастеровитость, но и глубокая культурная традиция, утерянная в веках. Интрига нарастает. Что еще могут рассказать эти древние стены и колонны о далекой цивилизации, затерянной в водах Амазонки? Исчезнувшие мастера тайны строительства подводного города. Погружаясь все глубже в тайны подводного города, исследователи обнаруживают удивительные детали, которые вывели их на след исчезнувших мастеров. Эти мастера, оставившие после себя грандиозные сооружения, явно обладали знаниями и умениями, превосходящими многие древние цивилизации. Как только внимание исследователей заостряется на техниках строительства, они замечают, что каменные блоки подводного города идеально подогнаны друг к другу. Отсутствие каких-либо швов или связующих материалов указывает на применение особой техники резьбы и укладки, которая до сих пор остается загадкой. Но что еще более загадочно, так это использование уникальных инструментов, следы которых остались на камнях. Остроконечные надрезы и тончайшие гравировки свидетельствуют о высокоточном оборудовании, которое древние мастера могли использовать. Исследования показывают, что такие инструменты могли быть даже металлическими, что для той эпохи казалось бы невозможно. Вдобавок к этому, среди находок исследователи обнаруживают наборы инструментов из камня и бронзы, сохранившихся в удивительно хорошем состоянии. Эти инструменты указывают на сложные методы обработки и строительства, что заставляет предположить об организации и обучении ремесленников на высоком уровне. Возможно, именно эти мастера, обладая передовыми знаниями, возводили величественные здания, оставившие наследие, затерянное под водой. Неизвестно, сохранились ли где-то записи или легенды об этих мастерах, но их искусство и мастерство возвышаются над водами, напоминая о величии цивилизации, о которой нам известно лишь по этим загадочным руинам. И все же, каждый новый найденный инструмент или деталь открывает все больше загадок, подогревая интерес и стремление понять истинное величие этой затерянной культуры. Музыка древних. Следы неизвестной культуры. Исследователи в поисках новых откровений наткнулись на находку, которая стала настоящей сенсацией. Под толщей воды, среди затопленных руин, они обнаружили редкие музыкальные инструменты, которые открыли окно в мир древней музыки этой забытой цивилизации. Эти инструменты, от небольших флейт до массивных барабанов, сохранились в великолепном состоянии, сюрреалистично контрастируя с окружающими их разрушенными постройками. Каждый инструмент был украшен тонкой инкрустацией и сложными узорами, что свидетельствовало о мастерстве их создателей. Эти находки не только удивили исследователей, но и дали возможность взглянуть на культурные традиции давно исчезнувшего народа. Звуки, которые когда-то издавали эти инструменты, возможно, наполняли город жизнью и радостью, сопровождая ритуалы и другие общественные события. Одна из самых увлекательных находок — это древняя арфа, нити которой, сделанные из нераспознанного материала, чудом сохранились, несмотря на воздействие времени и воды. Их внимание привлекли также небольшие колокольчики и погремушки, которые, вероятно, использовались в танцевальных обрядах. Эти инструменты, возможно, создавали сложные ритмы, поддерживая энергию танцев и церемоний. Исследователи обнаружили и деревянные свирели, которые, вероятно, использовались для исполнения мелодий, наполненных чувством и эмоцией. Удивительным открытием стали и струнные инструменты, изготовленные из редких пород дерева и украшенные резьбой из драгоценных камней. Каждый из этих инструментов был уникален и представлял собой произведение искусства. Специалисты считают, что такие находки подтверждают, что музыка играла ключевую роль в жизни этого общества. Обнаружение музыкальных артефактов вызвало огромный интерес и оставило множество вопросов без ответа. Как происходило обучение музыке в этом обществе? Какие мелодии звучали среди улиц этого города? Были ли у жителей свои музыкальные стили и жанры? Открытие древних инструментов — это лишь верхушка айсберга, которая пробуждает жажду раскрытия этих тайн и понимания того, как звучала музыка этой забытой культуры. Шокирующие параллели, связи с известными историческими цивилизациями. Когда исследователи изучили артефакты подводного города, они были шокированы. На поверхности керамики и скульптур они заметили символы и мотивы, которые были удивительно схожи с известными древними цивилизациями. На одной из ваз были изображения, напоминающие стилевые элементы культуры майя, хотя находка была сделана в тысячах миль от их известных мест жительства. Это открытие вызвало волновую реакцию среди историков и археологов, заставив задуматься о возможных связях между культурами, которые ранее казались полностью независимыми. Далее внимание исследователей привлекли резные каменные знаки, напоминающие руны, используемые скандинавскими племенами. Эти знаки не только указывали на возможные контакты, но и на существование обширных торговых или культурных связей, которые могли охватывать огромные расстояния. Такие находки ставят под сомнение традиционные исторические представления
представление о взаимодействиях древних цивилизаций Южной Америки с культурами других континентов. Среди артефактов были обнаружены также золотые украшения, стилистически схожие с изделиями Древнего Египта. Их сложный дизайн и высокая чистота золота указали на передовые технологии добычи и обработки. Это вызвало вопрос, как техники и стили пересекались через океаны и джунгли. Все больше открытий показывали, что затопленный город мог быть частью глобальной сети древних обществ. Эти параллели не просто захватывают исследователей, но и открывают новые горизонты в понимании ранней истории человечества. С каждым новым артефактом исследователи ощущают, как границы их знаний расширяются, оставляя много вопросов. Какие еще тайны хранятся под водами Амазонки и какие цивилизации могут быть связаны с этой загадочной историей? Обреченные на забвение. Кто и почему стер эту цивилизацию из истории? Погружаясь все глубже в прошлое, исследователи начинают понимать, что за исчезновением этой загадочной цивилизации стоит нечто большее, чем просто катастрофа или природное явление. Сопоставляя собранные данные, ученые начинают выделять несколько возможных причин исчезновения этого народа. Среди них внезапная смена климата, которая могла вызвать резкое поднятие уровня воды, затопивший процветающий город и оставивший его жителей без крова и средств к существованию. Но исследователи вскоре натыкаются на еще одну интригующую гипотезу. Некоторые из найденных артефактов содержат изображения, указывающие на присутствие внешних захватчиков. Возможно, это были завоеватели из соседних регионов, которые, стремясь к расширению своих территорий, атаковали город, принесший с собой трагедию и разрушение. Такие конфликты могли стать причиной для массового исхода людей и последующего забвения их истории. Еще одним потенциальным фактором могла стать эпидемия. Найденные следы попыток захоронения большого количества людей в пределах города наталкивают на мысль, что болезнь могла исчерпать ресурсы и уничтожить большую часть населения. Эта катастрофа, возможно, лишила выживших шанса на дальнейшее существование в этих местах. Нельзя исключать и вариант, что город подвергся внутренним потрясениям. Социальные волнения, вызванные политическими или экономическими изменениями, могли сыграть роль в его падении. Исследователи находят свидетельства о возможных мятежах или разрушениях, указывающие на внутренние конфликты, которые могли подорвать устойчивость общества. Каждая из этих теорий оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. Но по мере того, как исследователи анализируют новые находки и данные, становится ясно, что история этой утраченной цивилизации — это не только загадка, но и урок о том, как хрупка может быть человеческая культура перед лицом природы, войн и болезней. И хотя многое еще предстоит узнать, одно не вызывает сомнений. История этого подводного города будет вдохновлять и увлекать поколения исследователей, стремящихся понять, кто эти люди и почему они остались в тени забвения. Неожиданные открытия, что нам еще предстоит узнать о подводном городе. Погружение в тайны подводного города открывает все новые и новые загадки, которые могут навсегда изменить наше восприятие древних цивилизаций. Исследователи буквально шаг за шагом раскрывают тайны, которые хранились под водой веками. Одним из самых захватывающих открытий становятся необычные механизмы, находящиеся среди руин. Эти артефакты, на первый взгляд кажущиеся обычными металлическими деталями, на самом деле являются частью сложных устройств, похожих на устройства из древних легенд. Возможно, они использовались для гидротехнических сооружений или даже в астрономических целях. Продолжая исследования, ученые находят сети туннелей, проложенные под городом. Эти туннели связывают различные части города, что наталкивает на мысль о сложной системе коммуникаций или оборонительных конструкциях. Вдоль этих тоннелей также обнаружены остатки керамических черепиц, что говорит о высоком уровне архитектурных знаний и умений. Вероятно, эти сооружения обеспечивали жителям защиту от наводнений или врагов. Еще одно открытие — коллекция уникальных каменных табличек, покрытых письменами, которые до сих пор не удалось дешифровать. Эти таблички, возможно, содержат информацию о жизни, культуре и технологиях затопленного города. Более того, среди находок археологи также отделили фрагменты текстилей, сохранившихся под водой. Это, возможно, дает представление о моде и повседневной жизни древних жителей. Специалисты также наткнулись на остатки мулов, используемых для строительства и сельского хозяйства. Эти животные, вероятно, играли ключевую роль в экономике города. Однако их останки также поднимают вопрос о торговых путях и взаимодействии с другими цивилизациями. Возможно, эти контакты обеспечивали город ресурсами и технологиями, которые мы еще не до конца понимаем. Эти удивительные находки лишь подчеркивают, сколько еще тайн скрыто в глубинах Амазонки. Каждое новое открытие не только дополняет картину жизни древней цивилизации, но и открывает новые грани ее развития. Загадка подводного мира Амазонки, похоже, только начинает раскрываться, и кто знает, какие еще сюрпризы ждут исследователей в будущем.